Привет, песеры, с вами Морж, и Konami в кои-то веки решила провести опрос и узнать мнение игроков по поводу их игры. Предлагаю сейчас вместе с вами его пройти, ссылку на него я оставлю в закрепленном комментарии, обязательно пройдите. Конечно, шансов мало, но вдруг действительно на что-то это повлияет, и они смогут нам, собственно, что-то исправить в игре. Короче, давайте стараться делать то, что от нас зависит, и надеяться на Konami. Так, регион Европа, конечно же. Да, с одной стороны, я сейчас живу в Голландии, с другой стороны, а где Украина? Ну, у меня аккаунт на Украину зарегистрирован. Словакия, Швеция. А где вообще... Простите, Украину не завезли, да? Ребят, Украина это Европа, вы не в курсе? Ладно, другие. Другие, судя по всему, согласен я с политикой конфиденциальности. Давайте смотреть. Так, пожалуйста, пройдите этот опрос, он не займет у вас много времени. Давайте. Сколько вам лет? 31, 33. Ну, пока легко. В какой стране, в каком регионе вы проживаете? Ну, на данный момент в Нидерландах. КЛМ. Блин, оно еще тут нахрен не по алфавиту. Ладно. Выбираем либо Украину, либо Нидерланды, потому что первое попадется? Япония, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт. Господи, почему нельзя было сделать это по алфавиту, а? Намбия, Непал, Нидерланды. Ну, первые попались Нидерланды, их и оставим. Хорошо. На какой платформе вы играете в eFootball 2022? Выберите один подходящий ответ. Вообще я играю как бы и в Windows, и в Steam. Ну, Windows, точнее Steam, который стоит в Windows, но, наверное, да, моя основа это мобильная версия. Какие фильтры подбора игрока вы использовали? Ограничивать радиус поиска, это очень сильно влияет на пинг, поэтому только его. Сколько матчей вы сыграли в eFootball 2022? Вчера на стриме у Никиты, у Кричащего Творча, мы с этого смеялись. Типа, даже разработчики понимают, что больше 11 матчей в эту игру сыграло очень малое количество людей. Ну, я все-таки сыграл. Больше 11 матчей я уж точно сыграл. Так, выберите 1 из 6 уровней оценки. 5 нравится, 1 не нравится. Я понял. Нравится ли вам функция дриблинга? Именно финтов или именно дриблинга, то есть микроконтроля? Поставим троечку, есть что дорабатывать. Насколько вы согласны с тем, что ощущения от дриблинга естественно реалистичные? Не совсем они реалистичные, мне кажется, иногда как на лыжах футболисты катаются. Насколько вы согласны с тем, что вводить соперника 1 на 1 интересно и увлекательно? Не сказал бы, что интересно, и не сказал бы, что увлекательно. Как бы вы... Ну, потому что, опять же, ребят, делаю скидку, потому что это мобильная версия, вы знаете, что у нас просто финт может хренак и не сработать. Просто финт может хренак и сделать другой, а не тот, который ты планировал, поэтому тут единица. Как бы вы оценили отклик игры на команды дриблинга в матчах не в сети с ИИ? Ну, с ИИ отклик хороший. Как бы вы оценили отклик игры на команду дриблинга вот здесь вот похуже в PvP, сами понимаете, из-за пинга, из-за всего. Нравится ли вам функция паса? Нет, мне она не нравится. Я считаю, что вот эти вот ошеломительные действия, по крайней мере, ну, типа, нахрена их ввели? Что это за суперудары? Ну, мы не в РПГ играем. Я реально жду, Konami реально может настолько ебануться, что введут какие-нибудь бутсы плюс 3 к скорости, там, футболка плюс 4 к потливости или еще что-нибудь. Будет вообще полный РПГ, и, естественно, будут обычные вещи, там, редкие вещи, легендарные, ну и так далее. Не дай бог, на самом деле, Konami, не слушайте меня, сейчас, блин, идею возьмете, ну вас нахрен. Насколько вы согласны с тем, что всегда удается дать пас игроку, которому он предназначался? Вообще нет. Не, ну не прям вообще нет, так полу нет, назовем это так. Нет, у меня очень часто пасы идут не туда, куда я хочу. Насколько вы согласны с тем, что при передачах мяч ведет себя естественно и реалистично? Да, мяч себя вполне реалистично ведет, вот игроки не всегда. Насколько вы согласны с тем, что при передачах скорость перемещения мяча является реалистичной? Ну, в принципе, да. Устраивает ли вас точность передач в одно касание? Вообще не устраивает. Устраивает ли вас точность передач в разрез? Да, вполне нормально реализовано. Как бы вы оценили отклик игры на команды паса в матчах не в сети с ИИ? Блин, ну с искусственным интеллектом, с ботами, конечно, всегда хороший отклик. Как бы вы оценили отклик игры на команды паса в PvP матчах в сети? Вот здесь скорее вот так. Нравится ли вам функция ударов? Нет, опять же, не нравится. Считаю ошеломительное говно ошеломительным говном. Ошеломительное говно ошеломительного говна. Насколько вы согласны с тем, что элементы управления ударами интуитивно понятны и просты в использовании? Вообще нет. Попробуйте нахрен эти ошеломительные удары сделать на свайпах в онлайне.
Я на вас посмотрю, вот серьезно. Тапни по одной части экрана, тапни по другой части экрана, и потом еще и проведи по одной части экрана. И хоть пол движения у тебя не зачтется, все летит на смарку. Ну, это идиотизм. Насколько вы согласны с тем, что при ударах мяч ведет себя естественно, реалистично? Ну, нормально, нормально. Как бы вы оценили отклик игры на команды удара в матчах не в сети с ИИ? Ну, опять же, с ботами все хорошо, да. А вот в PvP особо нехорошо. Нравится ли вам функция произвольных финтов? Что такое произвольные финты? Я, если честно, даже такой функции не знаю. Поэтому 3. Как бы вы оценили отклик игры на команды финта в матч? Опять же, с ботами хорошо, в PvP нехорошо. Нравится ли вам разнообразие финтов? В принципе, разнообразие финтов хорошее. Вопрос в их выполнении. Особенно на мобильном устройстве. Особенно на свайпах. Ну, потому что это... Разнообразие вполне да. Нравится ли вам функция остановки и контроля мяча? Нет, кстати, мяч у меня очень часто останавливается, хрен пойми как. Нравится ли вам реалистичность поведения мяча? Нормально, середняк. Нравится ли вам функция защиты? Нет, до сих пор она мне абсолютно не нравится. Игроки бегают мимо мяча, игроки тупят, игроки пропускают мяч буквально в сантиметре от себя, даже не выставляя ногу. Пока что защита все еще говно. Насколько вы согласны с тем, что элементы управления при защите интуитивно понятны и простые в использовании? Вообще нет. Вы поменяли управление? Люди пишут, как нахрен теперь защищаться. Мы только к вот этому вашему прошлой поделке привыкли, а теперь мы вообще не понимаем. Нравится ли вам реализация действий элементов управления защиты? Нет, не нравится. Как бы вы оценили отклик игры на команды защиты в матчах не в сети с ИИ? Опять, отклик с ботами хорошо, отклик в PvP нехорошо. Насколько вы согласны с тем, что игроки борются за мяч активно и агрессивно? Очень вяленько часто у меня борются, как с похмелья. Насколько вы согласны с тем, что ощущение от перехватов естественно и реалистично? Опять же, середняк. Насколько вы согласны с тем, что арбитр часто не назначает фол в ситуации, когда следовало бы это сделать? Вообще абсолютно не согласен, потому что у меня чаще он назначает фолы вообще по любому поводу. Комар мимо пролетел, красная карточка. Насколько вы согласны с тем, что арбитр часто назначает фол незаслуженно? Да, очень согласен. Насколько вы согласны с тем, что курсор всегда удается перевести на нужного игрока? Абсолютно не всегда. Автопереключение до сих пор работает хрен пойми как. Ручное переключение иногда тебя закидывает на таких игроков, что вообще никак. Нравится ли, как действует вратарь? Нет, не нравится. Пускают, опять же, слишком часто пускают дураков. Насколько вы согласны с тем, что разница в стилях игры команд хорошо заметна? Она заметна. Она заметна не так, как я надеялся, но она заметна. Некоторые стили можно легко спутать, если вот человеку сказать, вот, бери, играй, и потом скажи, а каким стилем ты играл. Я думаю, многие будут ошибаться. Насколько вы согласны с тем, что наличие множества командных тактик позволяет разнообразить игровой процесс? А какое множество? Их 5. Konami, их 5. 5 это не множество, да? Не было такого, оу, там, царь, на нас идет огромная армия. Их 5. Их не множество. Нет, я не согласен с тем, что это разнообразит игровой процесс. Если бы вы сами дали нам возможность выставлять, какая будет линия защиты, как будет происходить прессинг, тогда это было бы здорово. Сейчас у нас 5 пресетов. 5 пресетов, вот выбирай, которые тебе по душе. А если я хочу играть с контроль мяча, но при этом сделать глубокую защиту? А хрен тебе, морж. У нас тут множество командных тактик, которые позволяют разнообразить игровой процесс. Нравится ли вам перемещение игроков в атаке? В атаке у меня вроде все нормально. Игроков в защите. Нет, в защите не нравится. Насколько вы согласны с тем, что каждый игрок соперника под управлением ИИ, владея мячом, действует в соответствии со своими характеристиками? Вообще не согласен. Зайди на легенду, любой бич 60 будет у тебя носиться лучше, чем МБП, которого трахнул Румения. Устраивает ли вас, насколько реалистично нарастает усталость игроков в ходе матча? Нет, не устраивает. Выносливость сжигается моментально. Но при этом некоторые игроки с нулевой выносливостью бегают, что заведенные. Другие с полной выносливостью вообще не бегают. Ну, это опять, это баги, это не работает. Устраивает ли вас реалистичность перемещения игроков, соответствующая анимации во время матчей? Ну да, анимации нравятся. Устраивает ли вас, насколько реалистично и оригинально перемещаются игроки в видео-врезках, например, перед матчем? Ну, у нас этого нет, поэтому на ПК, да, вполне неплохо оно выглядит. Насколько вы согласны с тем, что сцена предшествующая, мать вашу, началу матча вызывает волнение? Не вызывает она у меня никакого волнения. Я вряд ли такой сижу, ой, сейчас будет матч Манчестера против Реала. Я так взволнован, несите воду, я сейчас упаду в обморок. Нравится ли вам повтор эпизода в матчах? На мобилке не нравится, записывать сложно, часто крайне хреновые ракурсы. На ПК все в принципе неплохо.
Нравится ли вам функция ярких моментов? Опять же, не нравится, можно было сделать гораздо лучше. Я, потому что много записываю именно этих там обзорах и так далее, я в этом шарю. Насколько вы согласны с тем, что после выхода мяча из игры матч без проблем возобновляется, что вносит разнообразие в динамику матча? Да, это прикольно, когда там мяч еще остается на поле, его футболист выбивает. Анимация прикольная, мне нравится. Насколько вы согласны с тем, что комментарии выглядят естественно и реалистично? Не знаю, играю без комментариев, меня это не интересует. Насколько вы согласны с тем, что крики и скандирования, опять же, играю без звука? Нравится ли вам темп матчей не в сети с ИИ? Ну, нормальный темп. Нравится ли вам темп ПВП матчей? Нет, вот темп ПВП матчей мне не нравится, потому что иногда полнейшее болото. Насколько вы согласны с тем, что задержки, которые возникают в онлайн-матчах, являются допустимыми? Недопустимо нахрен Konami, что за тупые вопросы вы задаете? Это жопа. Вы считаете, что, допустимо, чтобы у вас лагало? Нет, нахрен, не считаю. Вообще, я не понимаю, не найду человека, наверное, который скажет, да, хорошо. Хотя, я веселый говноед, да, люди разные. Насколько вы согласны с тем, что во время подбора игроков в онлайн-матчах является допустимым? Время подбора. По времени подбора у меня нет вопроса. Насколько вас устраивает реалистичность лиц игроков? Не устраивает, на мобилке ужас. Насколько вас устраивает реалистичность форм тела игроков? Не, они похожи на людей, это нормально. Нравится ли вам изображение игроков и мяча днем в ясную погоду? А после дождичка в четверг будет вопрос? А когда луна в Меркурии? Не знаю, это глупые вопросы какие-то, абсолютно. Насколько вас устраивает реалистичность газонов при трансляции через камеры на стадионе? В мобилке газоны говно. Насколько вас устраивает реалистичность зрителей? Лучше не смотрите на зрителей в мобилке, вот честное слово. Насколько вас устраивает реалистичность освещения стадиона, включая тени? Блин, ребят, вы вообще не те вопросы задаете. Я понимаю, что вы не можете задать те вопросы, да, которые хотят игроки, потому что вас обосрут по полной программе. Насколько удачно в кадр попадают те части поля, которые вы хотели бы увидеть? Удачно, хорошо, да. Насколько вы согласны с тем, что матчи не в сети с ИИ проходят интересно? Неинтересно. Блин, с ботами играть неинтересно, потому что они у вас ничем не отличаются. Условный какой-нибудь хрен пойми кто из аргентинской лиги будет играть точно так же, как Барселона на легендарном уровне сложности. Вопрос тогда, а в чем разница? Насколько вы согласны с тем, что PvP матчи в сети проходят интересно? Не особо. Нравится ли вам дизайн меню? Нет, не нравится. У вас всегда было убогое меню, у вас всегда будет убогое меню. Реально, концепты, что меню, что карточек, пользователи рисуют гораздо более красивые, чем вы. Как бы вы оценили удобство использования экрана план игры? Хреново, потому что до сих пор есть проблемы с перетягиванием игроков, до сих пор есть проблемы с прокруткой игроков, оно постоянно выбивает, ты там игрока поменял, оно вначале откинуло. Не, фигня. Насколько вы согласны с тем, что статус подключения во время подбора игроков соответствует фактически качеству сети? Не согласен. Иногда показывает 5 палок, заходишь в матч, а ты понимаешь, что там пол палки и то под виагрой. Насколько вы согласны с тем, что всегда удается в нужный момент активировать команду? Вообще не в нужный. Я же говорю, играю на свайпах, это просто нереально. Это вот просто нереально. Нет, я уверен, что найдутся игроки, которые умеют это делать. Для моих старческих пальцев, походу, это нереально. Насколько вы согласны с тем, что ошеломительный пас является эффективным? Я его не юзаю, товарищи. Насколько вы согласны с тем, что ошеломительный удар является эффективным? Он является эффективным, если бы я еще мог его делать нормально. Так, поделитесь своим мнением о нашей игре, не предоставляйте никакой личной информации. Много писать не буду, давайте так. Креатив говно, фу-фу, Тор мудак. Вот так. КГАМ. Для тех, кто в курсе. Благодарим вас за ответы на все вопросы. В общем, ребята, ссылочку на этот опрос я оставляю в закрепленном комментарии. Обязательно его пройдите. Вдруг, с чем черт не шутит. Вдруг они хоть что-то послушают. Очень сильно бы хотелось. Не знаю, связан ли этот обзор с петицией, которую мы подписывали, но я надеюсь, что связан. Потому что действительно, мне кажется, PES достаточно просто сделать хорошей игрой, если Konami хотя бы начнет немножечко прислушиваться к своим игрокам. Ладно, всем хорошего дня. Обзор на Матеуса в работе, турнирные матчи играются. Короче, скоро все будет, поэтому не разбегаемся. На канал подписываемся, лайки ставим. На этом был с вами был Морж. До новых встреч. Пока.